Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я предлагаю вам поработать вот над такой каймой. В первых видеокадрах вы видели пример, как нам предлагают использовать, то есть по талии, видите, в качестве пояса ее можно обмотать и получить вот современный такой аксессуар. Но мы же с вами ее можем использовать и как отдельную кайму, допустим, к краю какого-то скатерти, салфетки, декор, покрывало. Это может быть край юбки, это может быть баска, допустим, в пиджаке, да. Вариантов у нас можно придумать много, и я думаю, вы с вашей фантазией сможете. Она у нас может быть вот с этим краем или без вот этого края. По ходу движения вы увидите. Ну и прежде чем мы с вами приступим к разбору этой каймы, хочу вас попросить подписаться, кто еще не подписан. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте и делитесь моим видео для продвижения канала. Итак, приступим. Для начала я предлагаю связать 12 воздушных петель, которые мы замыкаем в колечко, и хвостик пропускаем вдоль, петельку подъема, и в кольцо, как показано на схеме, вяжем 27 столбиков без накида. Обвязали мы с вами колечко, заходим в первый столбик и связали соединительную. С этой точки 1, 2, 3, 4 накид. Я пропускаю 2 столбика на кольце, захожу в третий, вяжу столбик с одним накидом первый, в эту же точку второй, 2 воздушных петли, накид, и в этот же столбик еще 2 столбика с одним накидом. Теперь 1, 2, 3, 4. Повернули вязание, накид, под арочку, первый столбик, второй столбик, 2 воздушных. Эта дорожка у нас будет все время сопровождать нашу кайму, и на ней мы будем с вами формировать вот эти вот ответвления. И вот идет вот эта вот центральная дорожка. Далее опять 4 воздушных, 1, 2, 3, 4, накид, и опять 2 столбика. Итак, смотрите, у нас получилось с вами вот один такой набор, вот он второй, и вот третий набор. Если бы мы с вами вязали дальше эту полоску, 4 воздушных повернули, но после 3 этих наборов мы с вами вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опускаемся. Вот. Ну, давайте зайдем в вершину столбика. И можно связать соединительную петельку. Вот так. Теперь 1, 2, 3. На схеме непонятно, прикреплена вот эта часть или нет. В своем первом варианте я закрепляла. Допустим, я сделала одну воздушную петельку, и вот 2 в третью или в третью петлю пройти соединительную, да, и еще 2 воздушных. То есть мы с вами как бы получили столбик с одним накидом. Повернули вязание, и вот в эту арку из 7 я буду вязать столбики с одним накидом, в данном случае 16. А вот получается 17 будет, это вот петли подъема. Вы же решайте сами, будете ли вы присоединяться к колечку или нет, посмотреть, как это будет выглядеть. Итак, 16 столбиков с одним накидом, плюс еще петли подъема. Получили мы с вами на круг здесь 17 столбиков с одним накидом. Теперь я делаю накид, и мы переходим на нашу дорожку. В нашей дорожке вяжем столбик первый, второй, 2 воздушных и опять 2 столбика.
4 петли подъема, поворачиваемся и вяжем такой же. Итак, смотрите, мы вот связали набор, повернули и связали второй. С этого момента мы должны перейти на ответвление. 2 воздушных петельки, накид, и я захожу в первый столбик. Связала столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, накид. На вот этой обвязке мы пропускаем один, заходим во второй. То есть через один столбик и через 2 воздушных петли мы будем вязать столбик с одним накидом. Прошлись мы с вами по этому ряду. У нас получается 9 столбиков с одним накидом через 2 воздушных. Повернули вязание. И теперь с этой точки мы с вами вяжем 1, 2, 3. 2 накида. Я захожу не в первый, а во второе окошко и вяжу столбик с 2 накидами. Прямо с этой точки 3 воздушных петельки, накид и подарочку еще 7 столбиков с одним накидом. Второй, третий. Получили мы с вами 7 столбиков. И идем, видите, вот в эту арку мы вязали с вами столбик. Следующая арочка у нас пустая. Мы под нее вяжем столбик без накида, фиксируем вот этот наш веер. С этой точки 1, 2, 3, 2 накида, захожу в арку или в окошко, столбик с 2 накидами и опять 3 воздушных, накид и 7 столбиков с одним накидом. Получили мы с вами очередные 7 столбиков и тоже их прикрепляем как бы к основе нашего кружева. И таких вот наборов как бы ответвлений вееров у нас должно быть 4. Так, смотрите, мы с вами дошли до нашей направляющей полосы, получили 4 таких веера. Вот последняя арка. С этой арки 1, 2, 3 накид, и мы заходим в нашу дорожку. Вяжем прежнему 2 столбика, 2 воздушных, 2 столбика. Поворачиваем вязание и выполняем такой же набор. Так, связали мы с вами эти столбики, 4 воздушных, повернули вязание и продолжили дорожку. Теперь мы с вами переходим на опять боковую часть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, по-моему, там 7 воздушных петель. И вот здесь у нас были петли подъема. И как бы в третью петельку подъема вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующую вот столбик, вершину столбика крайнего, столбик без накида. Завершили мы с вами этот ряд, связали вот такие соединительные арки. С последней точки 1, 2, 3. Повернули вязание. И это будет у нас первый столбик. И под арку вяжем с вами 11 столбиков. То есть на круг в каждую арку по 12 столбиков с одним накидом. Так постепенно мы с вами заполняем каждую арку по 12 столбиков с одним накидом. Мы обвязали сами каждую арку по 12 столбиков. Последний столбик. И с этой точки я прям беру, делаю накид и перехожу в нашу дорожку, в которой вывязываем 2 столбика, 2 воздушных, дальше опять 2 столбика, петли подъема, поворачиваем и опять такой же набор. Итак, смотрите, мы с вами связали один набор, через 4 воздушных повернулись и связали второй набор. И после этого столбика я вяжу 3 воздушных петельки, накид и захожу в первый столбик, вяжу столбик с одним накидом. Мы опять с вами перешли на эту боковую часть. И будем вязать столбики с одним накидом через 3 воздушных петли.
а на основании мы пропускаем 2 столбика в третий. И так проходим по всей длине. 3 воздушных, 2 пропустили в третий столбик. Итак, смотрите, мы с вами идем по всей длине этой части, и я дошла, вот связала столбик, это 16 столбик, а 17 столбик через 3 воздушных мы свяжем через 1 столбик на основании. Вот так. Это последний столбик, их у нас здесь 17. Теперь 1, 2, 3, повернула вязание, 2 накида, эту арочку пропустила, зашла в следующую, связала столбик с 2 накидами. Мы с вами повторяем вот эти такие зубчики, да, 3 воздушных и 7 столбиков под арку. Получили 7 столбиков и прикрепляем их под следующую арочку, идущую по ходу движения. И опять 1, 2, 3, 2 накида, заходим в рядом стоящую арку, столбик с 2 накидами и вяжем вот такой зубчик, то есть как мы с вами уже выполняли. Так по всей длине. Прошлись мы с вами по ряду, получили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких зубчиков вееров. На схеме показано, что завершается вот здесь, но я как не считала, у меня здесь не получилось, поэтому я здесь делаю 3 воздушных петельки, накид, перехожу под арку, и мы с вами теперь делаем в длину вот эту направляющую несколько таких сегментов. И далее мы с вами опять сформируем вот этот веер, который уходит в бок. Сейчас разберем, сколько нам нужно с вами таких направляющих, скажем, птичек двойных. Итак, давайте смотреть. Вот мы с вами прикрепились последним зубчиком, связали направляющую. После этого 1, 2, 3. Вот третья направляющая. Теперь у нас напрашивается сделать вот такую вот арку, закрепиться и начинать вязать следующий, скажем, вот этот вот веер боковой. Поэтому после того, как мы с вами связали отдельно от этого узора 3 части направляющего, я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и опускаюсь. Мы с вами вяжем вот в этот столбик, и с него 1, 2, 3, повернула вязание. Мы помним, что у нас с вами 3 петли подъема и 16 столбиков с одним накидом. То есть далее у нас идет все повторение. Самый, скажем, важный момент был вот в этой части, где нам нужно повернуть. И мы с вами определились. Итак, постепенно, видите, мы с вами идем. Вот, развернулись. И опять на схеме показано, в каких. Здесь нет, а уже когда столбиками идем, ячейками, мы соединяемся с веером предыдущим. Вот здесь мы соединяемся с веером, и вот точки соединения. На схеме все это видно. И постепенно вяжем вот эту вот направляющую нашу и боковые веера. Теперь момент, смотрите, мы можем с вами оставить вот эту часть, если кому-то где-то нужно пришить или привязать. Вот они, зубчики, с помощью которого можно сделать. Но здесь показан у нас на схеме вот дополнительные части. Поэтому я не буду дальше провязывать. А мы с вами можем, вот смотрите, мы с вами связали. И теперь хотим перейти сюда. Мы крепимся. 3 воздушных. Я закрепилась под арочкой вот этой боковой, где мы с вами вязали по 4, да, 1, 2, 3, если я не ошибаюсь, там, по-моему, тоже еще 6 столбиков на круг, 7. Ну, тут вы тоже можете сами отрегулировать, сколько вам
нужно. К примеру, мы связали 7, зашли опять вот сюда, связали столбик без накида, опять 3 петли подъема, накид, и идем далее по всей длине, там, где нам нужно связать вот эту вот часть. Вот, скажем, такой, не могу сказать, что это сложно, но достаточно просто. В итоге мы с вами получаем вот такую интересную вещь. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч!